is a spokesman. Please use only the services and products offered by the airport. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ты прицепил штучку? Я прицепил штучку, да, меня слышно? Я не знаю, вам нужно быть слышно. привет. Для тех, кто не знает, широко известный для всяких кругов человек, кандидат математических наук, мой бывший научный руководитель Никита Алексеев. Здравствуйте, привет, дорогой. Мы провели целый день в Вашингтоне, гуляли тут, ходили по-всякому, смотрели на научное и искусство. Теперь ждем самолета в аэропорте. Due to increased TSA security measures, only ticketed passengers are permitted beyond the Давай security checkpoint. короче. Thank you for your cooperation. Твоя любимая константа. Я. Окей. Я подумал, что моя любимая константа — это фи. Это которая золотое сечение. Самые крутые области математики. На твой взгляд. Теория графов. Алгебра. Теория вероятностей. Абстрактный. Да, абстрактная алгебра, нелинейная, вот, теория групп. Там такая алгебра. Вот, все вокруг. Теория вероятности норм. Теория функций комплексной перемены. Окей. Еще супер знаю вопрос, который задают примерно все люди, которые встречают Никиту, при этом находятся на уровне магистранта и математики. Какую книжку посоветуешь людям, чтобы просто приблизиться к высшей математике? Ну, на уровне инженера. Я напомню, что нет, советовал как Гольца. Ну, ты хотел матанализ понимать, наверное. Да. Наверное, если, чтобы понимать теорию, мне кажется, нужно больше одной книжки в любом случае. Что скажешь про статистику на котиках? Я не смог понять, что бы мне давать. Я ее полистал, когда я уже немножко знал статистику, и мне уже было непонятно, насколько это хорошо. Я считаю, что статистику надо делать, прям делать. Просто брать и решать какие-то задачи, и тогда будет нормально. Можно почитать. Я вообще больше верю в онлайн-курсы, наверное. Есть неплохой онлайн-курс от университета Дюка. У тебя есть что знать? Есть неплохой, не у меня есть. Поделиться нужно. Нет, не у меня есть, сказал, вообще есть просто неплохой онлайн-курс от университета Дюка. Окей. Ну давай поговорим про жизнь прошлую. Да, давай. Мы с тобой Attention members of the military. The USO Lounge is open from 6 a.m. Да, to да. 6 p.m. Monday through Friday, and 10 a.m. to 4 p.m. on Saturday and Sunday. Да. The Сначала USO ты стал Lounge is independent located in researcher. Terminal 1, Да. across from the После airport этого launch чем and ты sound занимаешься? offices, and can Я be думаю, многим accessed by интересно. taking the airport shuttle. Значит, самому интересно. Я решил писать везде, что я independent researcher. Мне очень не понравилось, что началась война, в частности, это было очень плохо. Правильно сказать. Это плохо. И помимо очевидных вещей, почему это плохо, это очень сильно негативно сказалось на всякой российской науке и вообще на всем, что мы делали. Люди, которые делали, например, магистратуру, они вот делали ее, и перестали делать. И вообще всякие долгосрочные усилия теряли в один момент смысл. Это плохо сказалось на всех. А в частности, я не хотел, мне было очень приятно писать до этого, что я сотрудник университета ИТМО во всех своих публикациях, а стало не так приятно. И вообще упоминать, что я из России, мне стало неприятно, я стал independent researcher. Вот. Теперь у меня, правда, там написан Тель-Авив, что раздражает людей, наверное, больше. Нет, я пишу, что я independent researcher и типа из Тель-Авива. Нет, я не связан с Тель-Авивским, я не связан с этим университетом. Вот. И там же надо написать адрес. Я пишу, что independent researcher Тель-Авив. Вот, я думаю, что это раздражает сейчас людей больше даже, но это я уже не убирал. И я, по-моему, после 20 какого-нибудь второго, мне кажется, какие-то последние статьи дописывал, может быть, в начале 23-го года, но уже точно не после. Вот. Я занимаюсь тем, что я называюсь senior researcher, как я назывался и раньше. Я занимаюсь quantitative research в компании World Quant. Это значит, что я, грубо говоря, делаю какие-то финансовые... Я из каких-то данных извлекаю финансовые прогнозы.
сфера предсказания рынков и всего такого. Да, equity рынок. У тебя футболка с алгоритмом. У меня, да, написано, что что-то восстание алгоритмов. Стал заниматься больше алгоритмической работой. Нет, алгоритмов в таком наивном смысле. Что это как бы... Вообще этот бизнес называется алгоритмикал трейдинг. В том смысле, что не то, что ты сидишь, читаешь новости и про какие-то деньги с, не знаю, каких-нибудь 5 семей, которые дали тебе денег на управление, решаешь, куда их вложить, а что у тебя как бы алгоритмически все происходит, в смысле, что у тебя приходят какие-то данные, ты их сразу обрабатываешь, но не в том смысле, что, не знаю, сложность этих алгоритмов через О большое от 2 в степени n не надо оценивать, это не такие алгоритмы. Да, смотри, тогда такой вопрос. Все принимаемые решения и вот статистика, которую вы используете, это все доказательные истории или... Я не буду об этом говорить. То есть магия как бы... Не, там много вычислительной работы, безусловно. Многие решения принимаются quantitative. По-честному, считаешь ли свой труд полезным как-то для общества, или это просто переваливание суммы денег из одного кармана в другой? То есть какие-то проблемы решает в целом? Я слышал истории про то, что говорят, что это assignment капитала туда, где он был необходим. Есть много разных соображений. Почему? Значит, смотрите, во-первых, можно говорить про то, чем занимаются в целом люди в этой индустрии. Можно говорить про то, что делаю лично я. У меня несколько разная оценка полезности того, что делаю лично я, и того, что занимается в целом индустрия. Ну, то есть иногда я провожу полдня за тем, чтобы понять, что какой-нибудь скрипт был написан неправильно. Но это как бы не... Это так получилось. Это что-то под капотом. Да, вот ты, наверное, спрашиваешь про идейную составляющую. У меня есть некоторое количество соображений. Во-первых, действительно, это способ понять, что где-то сейчас нужны будут деньги, да, они потекут, и это хорошо. То есть, если бы таких бы организаций и людей бы не было, то у тебя бывала бы ситуация, что все понимают, что какая-то область должна вырасти, но пока она не выросла, и деньги не потекли, потому что нету инструментов. А это вот для всякие инструменты. С другой стороны, у меня есть такое злорадное ощущение, что вот если люди системно, массово совершают какие-то глупости, то это вроде бы никем не штрафуется, но на самом деле, возможно, это штрафуется как раз-таки нами. Чтобы если я придумал, как заработать миллион на том, что люди системно сделали глупость, то они все скинулись на мой бизнес-ланч. Бизнес-чат, бизнес-ланч, к сожалению. При нынешних курсах бизнес-ланч пока что. Но да, у меня есть такое соображение. Есть свобода слова, в том смысле, что ты можешь свободно говорить. Очень много разных утверждений и верить, не знаю, в то, что самолеты должны собирать люди, у которых душа горит, а не которые получили образование. Это должно нет никакого естественного способа это штрафовать государствами, и не факт, что это было бы хорошо, а так это бы неплохо. Короче, я считаю, что мы вводим налог на глупость. Вот. Окей. Ну, это наивная мысль. Я, возможно, когда это буду пересматривать, жалею о том, что я сказал. Так. Скучаешь ли по академии в целом? Я иногда скучаю по преподаванию. У меня есть история про то, как я... Преподавать никто не мешает. Наверное, никто не мешает, но времени особенно нет. И потом, я не знаю, в стране, где я живу, я не знаю языка. Наверное, это не очень просто. Часто преподавать можно. Короче, мне кажется, что надо преподавать то, чем ты занимаешься. Тебя когда выучат то, чем я занимаюсь, это хорошо преподавать. Я буду преподавать. Я недавно делал внутри компании лекцию, я был на 20 минут. Я был очень рад. Вот. По ревьюеру номер 2 и 3 я прям вообще не скучаю. По процессу подачи статей я не скучаю вообще. По очень многим процессам. По процессу написания статей я не скучаю вообще. Мне кажется, сейчас я был бы совершенно рад, если бы за меня все это делал. Я бы писал бы чат GPT, я хочу вот такое примерно. Чтобы там было примерно такое, напиши мне правдоподобно. И, возможно, бы даже не перечитывал. Очень много почему я не скучаю. Я немножко скучаю потому, чтобы взять и закопаться в какую-нибудь тему и в ней разобраться, и что-то из нее вынести. Как будто бы моя деятельность тоже про это, и мне вот как раз досадно, что мне это редко удается. Иногда удается, а мне, в общем, весело примерно как в академии. Вот. Павел, у тебя...
Unattended baggage is Вопрос такой, subject в to целом у search тебя сейчас and как это выглядит? Как выполнение каких-то рутинных обязанностей и иногда делать какой-то инференс? Или ты действительно что-то исследуешь? Unattended vehicles may be ticketed and towed. У меня есть довольно много рутинных обязанностей. И где-то процентов 20-40 моего времени я могу заниматься исследованием в каком-то вот таком смысле, как я понимаю, исследованием. Окей, ну давай тоже. Стало лучше по сравнению с академией? Я не сложно сказать, как сравнивать по сравнению с академией, потому что как бы у меня с тех пор было 2 войны, там много чего еще, и это очень сложно отделить одно от другого. Вот. Мне нравится то еще, помимо из таких неочевидных вещей, мне нравится то, что в целом у меня работа от жизни немножко отделилась. То есть я раньше постоянно о чем-то думал, и как бы мне постоянно, там, не знаю, ты всегда ждешь ответа ревьюера и что-нибудь такое. Ты всегда вот, ну, есть приятная часть, это что время думаешь над какой-то задачей, а есть неприятная, что все время у тебя всегда есть какая-то не сделанная часть работы. А тут бывает такое, что ты сделал работу и такой, ну вот сейчас я могу 2 недели там заниматься спокойными исследованиями или вообще, не знаю, чем-нибудь другим, настраивать свои пайплайны, никуда не бежать. И когда у тебя заканчивается рабочий день в такие дни, ты тоже такой совершенно вообще ни о чем не думаешь. Вот это вот неожиданно для меня часть моего ухода из академии. Окей. Вот. Наверное, стало лучше. Но это очень сложно разглядеть. Ты какой-то ощутимый период своей жизни жил здесь, в Америке? И вот Да. ты вернулся спустя сколько? 8 лет? 8 лет. Что вы делали эти 8 лет? Что я делал эти 8 лет, Господь? Нет, вопрос в другом. Изменилось? Стало по-другому? Да все стало по-другому, как будто, да. Чипотли подорожал на $4, вот, например. Не знаю, все подорожало. Я не понял, как люди изменились, но стало, ну, как будто как-то что-то стало поагрессивнее в воздухе. Но мне кажется, сами по себе американцы какие-то похожи на тех, которые были. Тут было, у меня было ощущение, что есть очень счастливое поколение, которым 50+. Соответственно, сейчас их людей поменьше видно, потому что им сейчас 60+. Вот, то В есть, смысле, что у них есть собственные деньги? да, у них было как-то у них хорошо сложилась экономически их судьба, и они, ну, мне так казалось, может быть, те, кого я видел, были такие. Вот. И они как бы не так сильно торопятся и как-то вообще хорошо себя чувствуют и транслируют это вот благополучие в окружающую среду. И сейчас эти люди как бы в основном на пенсии, а те, кому сейчас 50, ну как бы, кому сейчас 50, они, возможно, заканчивают свою ипотеку, начинают свою ипотеку выплачивать. Короче, вот нету этого ощущения. Ну, я не знаю, возможно, не разглядел. Короче, у меня нет статистики. Но что-то поменялось. В Вашингтоне по-прежнему висит плакат, который я повесил 10 лет назад. Там в Нью-Йорке построили 8 новых небоскребов выше Empire State Building. Я уезжал, был 1, а сейчас 8. А как ты их запоминал? Не, я открыл Википедию. Просто Никита мне сегодня весь день рассказывает про свою феноменальную память. Не, я ходил, я такой, я не помню этого здания, я этого не помню. Я не понимал, откуда на Манхэттене новые места. Новые места на Манхэттене. Вот. Хочешь рассказать о том, что ты вообще будешь посещать здесь? Потому что я постоянно читаю канал Никиты, его в Америке ждут все. Я очень хочу со всеми увидеться. Я приехал в мире, поэтому мне теперь надо платить за 2 билета, а не за 1. Поэтому, возможно, на месяц я немножечко торможу. Но я надеюсь навестить Сент-Луис. И примерно 5 человек в Сент-Луисе. Леша, привет. Я надеюсь навестить Бостон. И там Сережа Ганезов, Катя Чайкина, Коля Вяхи и всяких таких людей. Я не знаю, я успею доехать до вашего Penn State, который посреди нигде, навестить Яну и Антона. Я надеюсь навестить еще одного своего друга, который... Все работают профессорами, кстати. Профессором в Корнеле, кажется. В Итаке, Нью-Йорк. Это тоже вот. Может быть, успею навестить даже Пашу, которого нельзя назвать. В городе Остин, Техас. Надеюсь, что он до меня долетит сам. Окей. Ну да, моя цель визита в Америку была немножечко пересидеть войну и посмотреть на всех своих дружочков, которые не в Европе остались, а в Америке. Очень, очень хорошо, что приехал.
Я очень рад. Спасибо большое, что доехал до Вашингтона. Я ужасно рад. Да, мы специально приехали, чтобы поговорить с Спасибо Никитой большое, полдня. Да. Ну ладно, вы ехали тоже 3 часа, нормально. Это можно. Но мы еще останемся, не сходим. И Вашингтон еще достойное место. Никита сводил нас, как это называется, галерея. Национальная галерея искусств, кажется так. Там висел да Винчи и Ван Гог. Посмотрели на разницу между Мане и Мане. Да, немножечко цивилизовался его бывшего И почему, руководимого. почему биоинформатический тул называется Сера? Да, показали Оставим себя. эту загадку. Слушай, последнее, наверное. Давай обменяемся двумя историями. Вот, например, я бы хотел тебе рассказать, ты знаешь ты или нет, почему битовые арранжменты Так. в системах называются Big Endian и Little Endian. Знаешь, Нет. это когда какой из битов является значимым, первый по адресу или последний. Окей. То есть, если, вот как мы по-русски, по-арабски пишем слева направо, это Big Endian. У нас первые биты, как бы, Да, самый не, значимый. не биты, а децимы, самые значимые. Due to Вот система increased бывает по-разному. TSA security Я долгое время не знал, only почему так ticketed называется. Я вообще думал, что passengers это про are permitted индейцев. beyond the security Оказывается, checkpoint. что все это связано с произведением Свифта про Гулливера. Это история про его путешествие в Лилипутию или Лилипуляндию, не забыл. Лилипутию. Лилипутию. Там было две враждующие группировки, называвшиеся Little Indians и... Да, И они с Энди. разных сторон били яйцо. Они с разных сторон били яйца. О-о-о. И те, которые били яйца с большой стороны, у тех значащие биты находятся в младших разрядах. Супер, спасибо большое, мне нравится эта история. Мне не хватает в жизни. Я бы хотел, чтобы ты рассказал всем. Мне вот больше всего понравилась твоя история про Гильберта, жену и вечеринку. И галстук. Да. Хорошо, расскажу на бис по просьбе Антона историю про Гильберта и его жену. Однажды у Гильберта дома была вечеринка. Я, кстати, не уверен, что был Гильберт, но я, по-моему, всегда рассказал, что Гильберт, но я не уверен. Да, поэтому теперь я все время помню эту историю как про него. Да, это надо проверить, это надо проверить. Ну, в общем, Гильберт — это крупнейший математик начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века. И однажды у него дома была вечеринка, и его жена ему говорит прямо перед вечеринкой: слушай, у тебя галстук не подходит к рубашке, пойди поменяй. И он уходит менять, и начинается вечеринка, и жена там что-то бегает, значит, всех принимает, а его все нет, уже все собрались, а его все нет, и нет, проходит час. Она, наконец, получает свободную минуту, когда гости сами собой заняты, приходит в спальню и обнаружит там спящего Гильберта. И говорит, что будет, и говорит, что вообще происходит. Он говорит: а что такое? Он говорит: у нас вечеринка, а ты тут спишь. Он говорит: а что было? Он говорит: ну вот галстук просил тебя принять. Он говорит: ну я пришел в спальню, снял галстук, и дальше по алгоритму снял пиджак, снял рубашку, снял брюки, лег спать. Не делайте так. Будьте осознанными. Ладно, пора отправлять тебя. Пора успеть, да, надо, к примеру, успеть на самолет. Members of the military. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте. From 6 a.m. to 6 p.m. Езжайте тоже во Флориду, пожалуйста, не Saturday and Sunday. Да, всем пока. На этот раз это не часовое видео. Terminal 1. Across from the airport's это lost and отлично. found Спасибо, offices довольно. and can be accessed by taking the airport shuttle. Так, значит, надо вести.